Приветствую всех, дорогие друзья! На связи, как всегда, Недомайнер и моя скромная таверна. Судя по всему, чудо с RTX 3000 не случится. До релиза видеокарт RTX 3070 остается уже чуть больше недели, а нормальных поставок по официальным данным все еще нету. Тем временем Intel продает свое производство SSD, а Samsung придумала гениальнейший смартфон. Обо всех актуальных новостях я расскажу вам прямо сейчас, но перед этим не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И с вашего позволения я начну с новостей о зеленом чипмейкере. Чуть ранее в этом месяце компания Nvidia объявляла, что выпуск видеокарты RTX 3070 перенесен с 15 на 29 октября. Само руководство компании также не отрицает, что испытывает большой дефицит со всей серией RTX 3000, и этим шагом она намеревалась сгладить ажиотаж на старте. Но, судя по всему, доступность RTX 3070 в первое время после начала продаж будет оставаться на низком уровне. На днях датский магазин ProShop поделился очередной порцией информации о поступлении моделей RTX 3070 от разных производителей на свой склад. По состоянию на 7 октября у них было 2 десятка RTX 3070 ROG Strix и всего 5 RTX 3070 Eagle от Gigabyte. Спустя практически 2 недели ситуация с запасами выглядит не намного лучше. Согласно последнему отчету, магазин получил 106 игровых видеокарт, а еще 140 штук подтверждены в пути. Это по-прежнему очень мало, ведь сам ProShop заказывал с заводов 4300 видеокарт RTX 3070 различных модификаций. С другой стороны, в первые недели октября в Китае отмечались несколько крупных праздников, включая День образования КНР и праздник середины осени. Сейчас праздники закончились, и китайское общество вернулось в нормальный режим работы. Это должно повлиять на количество поставок в лучшую сторону. Но уже сейчас ясно, что RTX 3070 будет продаваться буквально поштучно, как и старшие ускорители RTX 3080 и 3090. Я, конечно, очень тщательно слежу за этой ситуацией и видел ролик про Hightech, где они через свои источники узнали, что старт RTX 3070 будет нормальный. Но судя по цифрам заокеанского магазина, чудо все-таки не случится. Ну а сами партнеры зеленых уже показали разные модели видеокарт RTX 3070. Asus Tech Computer предложит RTX 3070 в модификациях ROG Strix, TUF Gaming и Dual. В таблице приведены характеристики моделей без разгона. При этом вендор также готовит OC-версии с более агрессивным заводским разгоном. MSI же начнет с выпуска видеокарты RTX 3070 Gaming Trio, а компания Inno 3D обнародовала характеристики видеокарты RTX 3070 iChill X4. Интересно, что Inno 3D является одной из немногих, кто указывает паспортный ТДП видеокарты. У новинки он составил 240 Вт, что на 20 Вт больше, чем установила Nvidia. Также и компания EVGA представила характеристики своих видеокарт. А вот в списке системных требований нового хоррора Amnesia в графе требований к графической подсистеме ПК указывается десктопная видеокарта Intel Xe HPG. По всей видимости, в описании закралась ошибка. Весьма вероятно, что разработчики игры на самом деле имели в виду встроенную Xe-LP процессоров Intel Tiger Lake. На это намекают минимальные системные требования, в которых указывается встроенная графика Intel HD 630. Все же в рекомендуемых требованиях создатели игры обычно указывают более производительные решения, но разница не может быть настолько большой. Все же Intel Xe HPG предложит чуть ли не флагманский уровень производительности, если верить всем ранее озвученным слухам. В общем, все это указывает на то, что разработчики игр серьезно воспринимают графику Intel нового поколения, будь то дискретные или встроенные графические процессоры. Также это может косвенно указывать на то, что дебют дискретных видеокарт от Intel ждать осталось не так уж и долго. Сама же компания обещала дебютировать в области графики в 2020 году, до конца которого остается не так много времени. А тем временем в сети появились результаты тестов еще не выпущенной видеокарты для рабочих станций NVIDIA RTX A6000, которая была анонсирована 2 недели назад на конференции Digital GTC. Новинка в среднем обходит Quadro RTX 6000 на 10%, что вряд ли можно считать весомым преимуществом. Сам источник заявляет, что пока непонятно, перед нами реальная производительность RTX A6000 или все-таки потенциал новинки, ограниченный некоторыми факторами, например, несовершенством драйверов или лимитом потребления энергии. В ближайшие планы Nvidia входит ребрендинг ускорителей для рабочих станций и серверов, вследствие чего исчезнут торговые марки Quadro и Tesla. Чипмейкер считает, что разрыв между этими группами адаптеров постоянно сокращается и сейчас является несущественным. А вот компания AMD выпустила новые пакеты драйверов для своих чипсетов. Обновлению подверглись A320, B350, X370, B450, X470, B550 и X570. Ну и также чипсеты AMD X399 и TRX 40.
В новых драйверах решен ряд существующих проблем, которые в основном связаны с ошибками установщика. Но более интересно тут то, что обновлению подверглась схема управления питанием процессора. Ожидается, что обновленные схемы питания несколько улучшат производительность и энергопотребление, ведь план управления питанием определяет алгоритм работы процессора при различных условиях и нагрузке. От алгоритма в том числе зависит переключение частот и пиковые частоты процессора. А тем временем корпорация Intel продолжает избавляться от менее прибыльных направлений бизнеса. В прошлом году она договорилась с Apple о продаже модемного подразделения за 1 миллиард зеленых, а сегодня стало известно об подписании договора с компанией SK Hynix, в рамках которого южнокорейскому чипмейкеру отойдет бизнес Intel, связанный с производством флеш-памяти NAND. Сумма такой сделки составит 9 миллиардов долларов, а согласно договору весь процесс займет около 5 лет. Вслед за одобрением регулирующих органов под крыло SK Hynix перейдет фабрика Intel в китайском городе Далянь, а также связанная интеллектуальная собственность. Это произойдет ближе к концу 2021 года, после чего корейцы выплатят синему чипмейкеру 7 миллиардов долларов. Следует отметить, что сделка между Intel и SK Hynix затрагивает только NAND-память. Процессорный гигант сохранит за собой технологию энергозависимой памяти 3D X-Point, разработанную вместе с Micron Technology, а также связанный бренд Optane. Дальше, вплоть до марта 2025 года, Intel может и дальше производить микросхемы NAND на предприятии, формально принадлежащем SK Hynix. Ближе к этому времени южнокорейская фирма переведет Intel оставшиеся 2 миллиарда, завершив сделку и получив все остальные активы, включая наработки в области проектирования и выпуска пластин NAND. А вот компания Samsung продолжает патентовать оригинальные конструктивные решения, которые в перспективе могут быть использованы в доступных на рынке смартфонах. Описание очередной разработки обнародовали на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности. Популярный ресурс Let's Go Digital в партнерстве с итальянским дизайнером представил качественные рендеры необычного аппарата, созданные на основе патентной документации. Южнокорейский гигант предлагает оснастить устройство гибким экраном и акустической камерой с изменяемым объемом. Это по задумке разработчиков позволит формировать звук высокого качества. Предполагается, что пользователи смогут отклонять верхнюю часть фронтальной панели по отношению к тыльной секции корпуса. За счет этого будет увеличиваться внутренний объем акустической камеры, благодаря чему улучшится качество аудиокартины. Но, к сожалению, пока что этот необычный смартфон существует только в патентной документации. О планах по его выходу на рынок Samsung ничего не сообщает. А вот компания Xiaomi анонсировала умные наручные часы Mi Watch Color Sports Edition для пользователей, ведущих активный образ жизни и регулярно занимающихся спортом. Гаджет способен фиксировать изменения сердечного ритма, а также отслеживать уровень насыщения крови кислородом. В часах присутствует акселерометр, гироскоп, барометр, а также геомагнитный сенсор для сбора подробных данных об активности владельца. Благодаря герметичному корпусу устройство не боится погружений под воду на глубину до 50 метров, а использовать хронометр можно во время занятий водными видами спорта. Часы получают питание от аккумулятора емкостью 420 мАч и соединяются со смартфоном посредством беспроводной связи Bluetooth 5.0. Xiaomi начнет поставку часов уже 1 ноября, а цена новинки составит приблизительно $100 США. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!